Вы на канале «Это вкусно». Сегодня кулинарное путешествие по Закарпатью. Готовим блюдо, которое покорило мое сердце – закарпатский бограч. Бограч, в Венгрии это блюдо называют гуляш, очень похож на рагу с мясом и овощами. Он густой, наваристый и невероятно ароматный. Я до сих пор помню этот первый раз, когда попробовала бограч. Это была любовь с первой ложечки. И сегодня я поделюсь с вами своим любимым рецептом, чтобы вы тоже смогли насладиться этим потрясающим вкусом. Готовить я буду вот в такой большой кастрюле на 8 литров. Ее размера хватит, чтобы накормить 12-15 человек. Поэтому все ингредиенты уменьшайте в зависимости от того, на сколько порций вы готовите. Список всех ингредиентов и их количество вы найдете в конце видео, а я начну готовить. Для начала нарежу все ингредиенты, чтобы потом не отвлекаться. Начну с лука. Я буду нарезать его соломкой, если хотите, нарезайте кубиками. Перекладываю всю эту гору в миску. Теперь морковь. Разрезаю ее вдоль на 2 части и нарезаю. Очищаю сладкий перец. Я специально взяла разных цветов, так ярче получается блюдо. Нарезаю его довольно крупными кусками. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Перцы тоже готовы. Теперь помидоры. Их можно измельчить блендером, а можно просто нарезать, что я сейчас и сделаю. Нарезаю некрупными кусочками. Из овощей осталась только картошка. Если она у вас мелкая, то можно класть ее целиком. Я порублю ее достаточно крупными кусками. Осталось подготовить мясо. У меня сегодня вот такие шикарные свиные ребрышки. Я сниму с них пленку и разрежу вдоль косточек. Теперь мякоть телятины. Ее я нарезаю небольшими кусочками. Теперь сало. Лучше всего, если оно будет подкопченное. Нарезаю его небольшими ломтиками, чтобы получились маленькие шкварки. Теперь можно приступать к приготовлению. Разогреваю кастрюлю. Отправляю туда сало и вытапливаю его. Мне пришлось включить сразу 2 конфорки, так как диаметр моей кастрюли 33 сантиметра. Регулярно помешиваю, чтобы не сгорело. Вот такие шкварки у меня получились. Достаю их. Очень вкусно добавить их к отварной картошке. Всыпаю в кастрюлю лук и обжариваю его минут 5, постоянно помешивая. Готовлю я сейчас на полной мощности плиты. Добавляю морковь и жарю все это еще минут 10. Отодвину лук с морковкой на одну сторону и выложу ребрышки. Готовлю все это мясо до тех пор, пока оно начнет зажариваться. Обжарю их со всех сторон минут 10 и добавлю телятину. Плита по-прежнему включена на полную мощность, поэтому я часто перемешиваю мясо, чтобы ничего не сгорело. Прошло еще минут 15, пора добавлять специи. Основное в бограче – это смесь сладкой и копченой паприки. После добавления паприки мясо нужно быстро перемешивать, потому что паприка очень легко пригорает. Затем всыпаю нарезанные помидоры
и добавляю примерно пол-литра воды. Перемешиваю, накрываю крышкой и оставляю на 20 минут на средней мощности. Прошло 20 минут, нужно добавить остальные специи. Всыпаю 3 чайные ложки соли, 2 чайные ложки молотого черного перца. Тмин растираю руками и тоже отправляю в кастрюлю. И теперь гвоздь программы перец чили. Можно положить целиком, можно нарезать. У меня же сегодня специальная острая приправа для бограча. Ее я добавляю 1 чайную ложку, можно положить 2. Но тогда будет очень остро, не все смогут это есть. Поэтому, кому недостаточно остроты, добавит на свой вкус себе в тарелку. Все перемешиваю и оставляю еще на час-полтора, пока не приготовится мясо. Мощность плиты регулируйте так, чтобы не сильно все бурлило, но и не забывайте время от времени хорошо перемешать. Вас может заинтересовать рецепт чанахи, удивительное вкусное рагу с бараниной и овощами, шедевр грузинской кухни, близкий родственник бограча. Гурманы будут в восторге. Видео с рецептом вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Сейчас самое время приготовить чепетки. Это такие маленькие галушки для гуляша или бограча. Готовятся они очень просто. Мне понадобится 2 яйца, 1 чайная ложка соли и 150 граммов муки. Яйца перемешиваю вилкой, добавляю соль и вливаю это в муку. Замешиваю тесто. Оставляю его на столе примерно на полчаса, накрыв миской. Тесто полежало, разгладилось. Для удобства разделю его на 2 части. Можно отщипывать маленькие кусочки теста от целого куска и обваливать их в муке. Но, на мой взгляд, так будет дольше. Я поступлю по-другому. Тонко раскатываю одну часть теста. Ножом для пиццы нарезаю тонкие полоски. Разъединяю их и немного обваливаю в муке. А затем нарезаю маленькие кусочки. Вот что у меня получилось. Проделываю все то же самое со вторым кусочком теста. Готовые чепетки обваливаю в муке и перекладываю на противень. Мясо практически готово. Пришла очередь картошки. Высыпаю ее в кастрюлю, перемешиваю и туда же отправляю перец. Добавляю около литра воды, накрываю крышкой и варю до готовности картошки. У меня этот процесс занял 40 минут. На этом этапе попробуйте соус и добавьте специи, если вам чего-то не хватило по вкусу. Количество жидкости, густоту блюда тоже регулируйте сами. Закладываю в бограч чепетки. Варятся они минут 5. Как раз нарежу чеснок и зелень. Отправляю их в кастрюлю, провариваю пару минут и готово. Вот такая красота и вкуснота получилась. Не поленитесь и хоть раз приготовьте знаменитый закарпатский бограч, вы не пожалеете. Поскольку это блюдо традиционно готовили на костре, бограч может отлично заменить шашлыки, когда собирается большая компания. На кастрюлю 8 литров мне понадобилось 400 граммов копченого сала, 1 килограмм свиных ребрышек, 1 килограмм телятины,
800 граммов лука, 400 граммов моркови, 1 килограмм сладкого перца, 1 килограмм помидоров, 1,5 килограмма картошки, 1 большая головка чеснока, петрушка, 40 граммов сладкой паприки, 10 граммов копченой паприки, 1 чайная ложка тмина, 1 перец чили или 1-2 чайные ложки острой приправы для бограча, соль и черный перец. Бограч – это как большая дружная компания: сочное мясо, разнообразные овощи, пряные травы и специи. И все это в одном казане. Невероятное блюдо. Мои любимые рецепты блюд с овощами смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!